Арон Кириллович, давайте с вами поговорим о вашей работе в Комитете по международным делам. Я знаю, сейчас много говорят о возобновлении социокультурных, экономических связей со странами постсоветского пространства. Расскажите, какие шаги предпринимаются в этом направлении, какие приоритеты стоят перед Комитетом по международным делам? Ну, давайте на проблему взглянем шире. Наша страна вместе с Китаем имеет 14 соседей на своих границах. Это две самые, так скажем, соседствующие со многими территориями. Но единственная страна в мире, которая соседствует с 4 конфессиями: буддизм, христианство, православие, буддизм. И вот мы должны на своих границах отрабатывать или реализовывать такую диверсификационную политику. Но среди наших границ есть 3 объекта, которые представляют особый интерес, с точки зрения географии. Казахстан — 7000 километров границы. Китай — 4000 километров границы. Монголия — 3000 километров границы. Но не может быть на этой территории у нас не обращать на эту ситуацию внимания. Поэтому я стараюсь и комитет свой, и Совет Федерации развернуть к решению задач оптимального, развитого сотрудничества с этими объектами. И вообще, когда мы говорим, что у нас очень сложная ситуация на Западе, Россия уже разворачивается, я об этом уже говорю лет 10-15, на восток. Потому что Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай, для нас вообще и Вьетнам очень важен, потому что это тоже очень интенсивно развивающаяся экономика. И вот моя задача именно поддерживать, развивать эти связи. Недавно я выдвинул такую идею создать ассоциацию парламентов северо-восточных стран Азии. Потому что есть Юго-Восточная Азия, это АСЕАН, АЕПА и так далее. А вот в Северо-Восточной Азии нет, хотя существует ассоциация городов, ассоциация женщин Северо-Восточной Азии. Это Россия, Монголия, Китай, Казахстан, Китай, Япония и 2 Кореи. Но почему бы нам, парламентариям, потому что мы все-таки дистанцируемся от политики, мы говорим о народах, о дружбе, не создать такое, тем более, что сегодня американцы создают партнерство азиатское, тихоокеанское, которое, опять же, без России и Китая обходится, но туда вошел Вьетнам, и мы должны все время проповедовать, развивать идеи сотрудничества, взаимовыгодные для нас и, естественно, наших партнеров. Поэтому вот моя точка зрения, моя позиция — развивать приграничное сотрудничество. Далее, не просто сотрудничество между Пекином и Москвой или Улан-Батором и Москвой, а о том, чтобы активно развивалось приграничное сотрудничество регионов, субъектов и даже муниципалитетов. Ну вот, например, между Россией и Казахстаном, как известно, самая большая длинная сухопутная граница в мире. Существуют же межрегиональные форумы, которые проходят на ежегодной основе. 1 год в России, 1 год в приграничных регионах Казахстана. Может быть, стоит подумать о каких-то подобных форумах и с другими странами? Это теория и, может быть, такая организационная часть. Вот я конкретный пример. Вот мы часто общаемся с Маньчжурией, это город на китайской стороне, на этой стороне Забайкальск. Хэйхэ на той стороне, на этой стороне Благовещенск наш. И вот совсем недавно я видел по телевизору очень интересную вещь. В Хэйхэ снимали китайцы фильм, и они не могли найти старую китайскую фанзу. Начали делать декорацию. А вы представьте, на нашей стороне как были эти деревянные избушки Благовещенские, Забайкальске, так и остались. А за счет чего развивается та страна? За счет нашего леса, за счет нашего экспорта, за счет наших денег туристов. А почему? Да просто потому, что китайская сторона на уровне муниципалитетов, субъектов решает свои проблемы автоматически. А мы за продажу каждого бревна должны согласовывать с Москвой. При таких условиях мы никогда не сможем стать богатой страной, потому что это есть бюрократия, есть временные, пролонгации и прочее, прочее. И вот я пытаюсь, сегодня проводить работу, эту работу я провожу более 10 лет, закон о приграничном сотрудничестве. Но, к сожалению, первый вариант нам Москва отклонила, потому что там увидела сепаратизм. Какой сепаратизм, когда я хочу торговать и развивать экономику своего региона? Последний вариант, который нам будет сейчас предлагать правительство, я еще не видел. Но я буду резко протестовать, если там будет опять централизация торговли как основа решения приграничных проблем.
Скажите, а вот ваше отношение к тем интеграционным процессам, которые сейчас происходят как раз вот в том числе и в этом регионе в рамках Евразийского экономического союза? Вот сегодня у нас есть ШОС, есть БРИКС, есть ОДКБ, есть вот сейчас Евразийский экономический союз. Эти вещи, они очень важны, нужны для России, особенно на фоне тех политических тенденций, которые есть на Западе. Но там, ну, с моей точки зрения, нет научного обоснования. Вот я смотрел состав 17 комитетов, которые есть в Евразийском союзе. Там нет комитета по науке. Ну как можно развивать и решать эти проблемы без комитета по науке? Хотя это может быть формальная сторона. Там нет проблемы, нет комитета, нет по природоохранным проблемам. А у нас огромное количество проблем. Тот же самый Иртыш, тот же самый Амур. Это трансграничные реки, которые идут с Китая. Вы сами представляете, что творится с Иртышом, что с Амуром, потому что Верховье находится в Китае. А Китай, немного не сомневаясь в своей правоте, отводит воду с истоков рек, использует их в других целях. Это требует научного обоснования. Проблема опустынивания. Это великая степь, которая идет от Карпат до Хингана. Там единые проблемы опустынивания. Мы должны их решать сообща. Поэтому я, обсуждая эти проблемы, опять говорю о том, что нужна научная подоплека, обоснование, решение природоохранных задач. Мы в Париже подписали саммит о парниковых эффектах, а это огромные деньги, это огромные проблемы с точки зрения экономики. Мы же подписали обязательство сократить выбросы, а куда выбросы деваются? Они должны ассимилироваться. Это все очень важно. Арнольд Кириллович, ну, мы с вами находимся на Вестнике Кавказа, а вы представляете Республику Бурятия. Скажите, что вот может объединять такой регион, как Кавказ, и такую республику, как Бурятия? Ну, два факта. В ноябре, в День милиции, мы со своей делегацией в составе членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, министра МВД Республики Бурятия посетили в Дагестане места дислокации нашего отряда по борьбе с терроризмом и выразили им благодарность, вручили подарки, познакомились с руководством республики, что имело колоссальный эффект для нас самих, для наших сотрудников МВД. Это как бы прямой контакт или прямой факт решения одной маленькой задачи. Второй момент, он несколько сложнее. Не так давно я написал информационную записку руководству Совета Федерации о том, что у нас не совсем корректная информационная политика в области международного сотрудничества, межнациональных отношений. Когда мы говорим, что у нас все плохо, что у нас есть везде проблемы, давайте говорить о хорошем. И таких проблем у нас в истории было намного больше. Вот я в 1966 году поступал в Иркутский университет, были дни Эстонии. Я впервые видел оркестр Густава Эрнесакса, впервые видел, как поет Георг Оц, впервые видел, как Пауль Керес играет в шахматы на улицах Иркутска. Это прямой пример дружбы между народами. Дальше. У нас сейчас исполняется маленький юбилей на БАМе, большой, 35 лет прошел. И в этой связи я опять написал такое предложение, отработал его с нашими местными властями. Поставить бюст, памятник Гейдару Алиеву на станции Ангоя. Потому что практически все союзные республики строили или были шефами станций вдоль трассы БАМа. А Гейдар Алиев курировал строительство? Не строили грузины, Ангою в Бурятии строили азербайджанцы. И мы это великолепно помним, как в 1983 году Гейдар Алиев в ранге первого вице-премьера правительства приезжал на БАМ и курировал эту стройку, помогал нам решением многих-многих вопросов. И поэтому мы в знак памяти о том, что сейчас 35-летие прихода первого поезда на станцию Ангоя, сначала поставить бюст, пригласить на эту семью Гейдара Алиева, пригласить азербайджанскую диаспору и таким образом опять сделать смычку между Кавказом и Бурятией, Байкалом и другими народами, которые работают, живут на БАМе. Не все же уехали, многие остались. Арнольд Кириллович, у нас есть традиционная рубрика от Камчатского края до Калининградской области. Она посвящена импортозамещению в сфере туризма. Я бывал в Бурятии и в Улан-Удэ, и даже заехал в Мухоршибирский район республики. Я знаю, что это очень красивый регион России с очень интересной географией.
Может быть, расскажете буквально несколько слов? Я очень не люблю слово, когда люди в туризме говорят уникальный. У нас каждое место, оно уникальное, нигде не повторяется. Поэтому мы этот эпитет отбросим и говорим о том, что будет интересно. В первую очередь, конечно, это стык культур, религий. Восток, Запад. Буддизм, христианство. Это именно Бурятия и по Байкалу этот не рубеж, а стык происходит. Потому что здесь не граница, а именно зона сочленения этих культур. Дальше это центр буддийской религии. Буддийская религия, особенно сегодня, мы должны очень часто повторять, это политика ненасилия. Вспомним Махатму Ганди, который всегда говорил, не надо насиловать, не надо употреблять силу. Только через дружбу, покаяние и понимание культуры мы можем решать все свои проблемы. Дальше мы говорим о том, что у нас это как бы самая восточная точка, зона, граница, ну, рубеж, как хотите, где становились границы Российского Востока. Именно здесь были подписаны Айгунский договор, Кяхтинский договор, Нерчинский договор, которые сформировали современную позицию и наши отношения с Китаем. Здесь были великие послы: Федор Головин, Николай Спафарий, Савва Рагузинский. И вот мы должны помнить о том, что эти послы во многом сделали нашу страну такой большой на Востоке. Мы говорим о великих географических экспедициях Потаниных, Пржевальского, Козлова. Это все-таки были военные разведчики, которые расширяли границу, зону влияния России на Востоке, и заодно они исследовали природу и дали нам уникальные сведения о том, какой был Байкал 100 лет назад, какие были там люди, традиции, обычаи. Это все наша с вами культура, и мы должны чаще об этом говорить, потому что без истории нет понимания будущего. Спасибо большое, Арнольд Кириллович. Я напомню, что в эфире была программа «Трибуна», и у нас в гостях был член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Бурятия Арнольд Тулоханов.